Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня у нас будет расклад в двух вариантах. Можно загадать какое-то желание или какую-то ситуацию, которая вам интересна, и узнать, что же вам необходимо сейчас знать про ваше желание или про вашу ситуацию. Будем смотреть, какие действия необходимо совершить. Будем смотреть общее состояние вашего вопроса. Узнаем, что нам надо учитывать в планировании своего будущего, или, может быть, что нужно обсудить с какими-то другими людьми, и посмотрим вообще на итоговый результат. Будет ли этот результат окончательным, или он будет промежуточным, и какой-то узнаем для себя рекомендацион. Рекомендацион будем смотреть на советах лосося. Сейчас я их достану. Это оракул, такой очень классный. Вообще мой любимый на самом деле оракул. Я просто, честно говоря, пищу от восторга, когда с ним работаю, потому что он невероятно прекрасен, поднимает настроение и дает ощущение глубочайшего удовлетворения. Итак, первый вариант большая ракушка, второй вариант маленькая ракушечка. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится. Работать будем на втором метапослании. Вот такая вот колода, кому интересно. Ну и давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Будем работать сейчас с вами. А вот эту уберем пока сюда. Она нам не нужна. Карты буду раскрывать после того, как выложу. На каждый конкретный вопрос будем открывать одну карту. И смотреть, что же там у нас есть. И выложим наш рекомендацион от лосося. Ну что, поехали. Итак, ваша ситуация или ваше желание. Ох, как красиво. Вышел 21-й старший аркан. Он говорит нам о том, что ситуация с вашим желанием или вообще какая-то ситуация, которую вы для себя определили, уже начинает новый этап. Уже совсем скоро вы получите окончательный результат по тому вопросу, который вам интересен. Потому что сейчас в деле, которое вам интересно, возможно, задействованы не только вы, но еще и другие люди. Причем не просто люди, а не побоюсь этого слова, наверное, даже сам Господь Бог с его величайшими демиургами. Потому что на карте, которую я открыла, находятся именно демиурги, архитекторы нашей жизни, архитекторы нашего пространства. То есть это какие-то субсущности высокого порядка, отклик от которых мы можем услышать во сне, потому как они могут, собственно, контактировать только с нашим бессознательным. И если рассматривать историю нашей жизни с такой стороны. Так вот, возможно, у многих людей эта история с желанием или с какой-то ситуацией прямо или косвенно будет касаться каких-то поездок. Причем поездок, возможно, далеких, на большие расстояния. Кроме этого, здесь подведение каких-то окончательных итогов той жизни, которой вы живете сейчас. Я не знаю, что именно вы для себя загадали, но глядя на эту карту, я хочу точно сказать, что ваша привычная жизнь или какая-то конкретная сфера вашей жизни, которая вас интересует, подходит к концу в том ее виде, в котором вы ее себе представляете. Впереди вас действительно ждет новая полоса, новые события. У кого-то, может быть, это новая работа, у кого-то, может быть, новое место, где вы будете жить. То есть все будет совершенно по-новому. Но причем по-новому, условно, так как не было, не то чтобы никогда не было. Это будет снова какой-то такой опыт, который вы уже в своей жизни проживали, но он будет окрашен совершенно новыми ощущениями и новыми шагами. То есть как будто вот очередной жизненный цикл начинается в вашей жизни, и он несет впереди очень много интересных событий.
Итак, следующая карта. Следующая. Какие действия нужно будет совершить? Ну и опять поездка у нас, смотрите-ка. Действия, которые вам нужно будет совершить, во-первых, это контроль за ситуацией. Нужно будет контролировать ее развитие. Во-вторых, это куда-то пойти, куда-то поехать. В-третьих, это добиться своего. В-четвертых, это ни в коем случае не менять свои планы. Знаете, не пугаться, если вдруг что-то там притормаживается или идет не совсем так, как вы себе представляли. Не пугайтесь этого. Сохраняйте спокойствие внутреннее, держите в своей голове цель, конкретную, окончательную какую-то цель, которую вы хотите дойти, потому что, судя по всему, вы находитесь, ну, точно сейчас на правильном пути, и вам нужно действовать именно в том направлении, которое вам интересно. Что необходимо учитывать? Может быть, что нужно с кем-то обсудить? Да? Необходимо учитывать мнение мужчины, судя по всему. В том числе необходимо учитывать действия, которые этот мужчина совершает. Так как у нас это император, то может быть эта история, если вы женщина, про вашего мужа, или может быть про вашего руководителя в том числе, потому что император часто бывает начальником. Если вы мужчина, то, скорее всего, это ваше собственное мнение, ваши собственные действия. Это то, что вы уже делали для себя, но в том случае, если у вас есть тоже руководитель или есть какой-то бизнес-партнер, крутой мужчина, потому что здесь человек со связями, такой вот уверенно стоящий на своих ногах, возможно, имеет какой-то смысл обсудить с ним. Ну и, безусловно, отмечу такую вещь, как родительскую роль. Император – это не только муж, это в том числе еще и папа очень часто. Папа, который нам помогает, который нас направляет, папа, который нас поддерживает. Поэтому, если у вас есть такой папа, к его мнению стоит прислушаться тоже. Далее. Открываем следующую карту. Посмотрим психоэмоциональное ваше состояние, удовлетворение, какие-то подводные камни, которые могут быть. И у нас десятка пентаклей, чудесная, прекрасная карта, которая говорит о том, что эмоционально вы будете очень удовлетворены тем, что происходит. Эмоционально вы будете удовлетворены тем, как вообще задействованы люди или результат, который вы получаете, в том числе будет давать вам ощущение покоя, стабильности, укоренения. Здесь серьезная какая-то, вот, мне кажется, семейная поддержка у многих людей будет помогать вам не только удерживать вас на плаву, но еще давать вам почувствовать, что вы не одиноки, давать вам возможность опираться на семейные ресурсы, в том числе и финансовые. Вот. Поэтому подводных камней в этой карте я не вижу никаких. Здесь все идет ровно по плану, все идет в рамках вот каких-то, может быть, ваших представлений или, в общем, по правилам, назовем это так. Здесь все ваше дело, ваше желание, что-то еще, чтобы вы могли здесь для себя загадать, идет по правилам и развивается ровно так, как нужно. Какой будет итоговый результат вашего вопроса? Король мечей. Здесь он у нас такой немножко жесткий товарищ, такой непримиримый. По сути, на карте изображен мужчина, который лишает себя феминности, то есть вследствие каких-то обид, вследствие какого-то, может быть, травмирующего события, человек пытается сделать себя более жестким, более таким конкретным, да, так вот убивает внутри себя женщину. Ну а вообще, так как король мечей, собственно, у нас тут история, безусловно, про различные документальные вопросы, про какие-то бумаги, про какие-то конкретные разрешения или запреты. И я бы сказала, что главный акцент на этом итоговом результате – это точно получение каких-то новостей, может быть, новостей, которые будут связаны с тем, что вам необходимо предоставить какие-то, может быть, дополнительные бумаги, но не дополнительные, как вот еще что-то потребуется, а именно дополнительные, но как акт окончательной какой-то уже проверки, окончательного какого-то решения. Здесь однозначно итоговым результатом для вас послужит история того, что дело, которое вас интересует, или ваше желание, однозначно находится в видении каких-то третьих лиц в том числе. Учитывая, что это король мечей, может быть, здесь у кого-то история не столько даже про каких-то государственных людей и так далее. Может быть, здесь история у кого-то про бывших партнеров, с которыми вследствие этого события вы окончательно как-то разберетесь, поставите все точки над «и». Но итоговый результат, как мне кажется, будет разрешающим. Именно разрешающим вопрос ваших дальнейших действий. Потому что здесь
есть в этом короле мечей некая история еще и про пассивность, да, что я вот нахожусь в заложниках обстоятельств, может быть, или каких-то других вещей. И вот сейчас эти обстоятельства, судя по всему, будут как-то разрешаться. Вот. Но давайте посмотрим, будет ли этот итог окончательным или все-таки промежуточным. И это 8 кубков. Однозначно, что это будет окончательный итог. И он приведет как раз к абсолютной полной перемене всего и вся в вашей жизни. То есть точно вы двинетесь куда-то в свое новое будущее. Поэтому если кто-то здесь ждал предложения о работе, возьмут ли вас на работу после собеседования там, или что-то еще, что касается вашего будущего, я думаю, что однозначно да. Но мне все-таки к этому королю хочется достать одну дополнительную карту, чтобы посмотреть, что же он в себе скрывает. У нас выходит Солнце, смотрите. То есть это история того, что вот человек, на которого вы полагаетесь в решении этого вопроса, или, может быть, от которого зависит решение вашего вопроса, все-таки ваш вопрос, наверное, разрешит. Разрешит, несмотря на свой там печальный какой-то опыт уже с подобными ситуациями, несмотря, может быть, и на какие-то переживания свои внутренние и страхи. Здесь все-таки история для вас закончится как-то вот благополучно, судя по Солнцу, и пойдете вы дальше делать свою работу или делать свои дела, или наслаждаться своей жизнью, как вы себе представляли. Вот. Рекомендацион. Что нам лосось вам порекомендует? Не смеши грибочки. Не смеши грибочки. Интересная рекомендация. Я бы сказала, что вам необходимо сейчас не заниматься никакими делами, которые могут выглядеть как-то вот безответственно. Не будьте безответственны ни по отношению к своему вопросу, ни по отношению ни к чему другому. Постарайтесь вести себя очень правильно как-то с точки зрения вот соблюдения каких-то, может быть, норм, соблюдения каких-то требований со стороны этого человека. То есть здесь история «Не смеши грибочки» с одной стороны очень смешная, потому что грибы-то разговаривать у нас не умеют, да, а с другой стороны такая вот рекомендательная, как будто очень много людей будет на вас смотреть или следить за этой ситуацией. Может быть, я не знаю, не то чтобы ждать какого-то подвоха с вашей стороны, а может быть, не знаю, просто как немые свидетели вашей жизни. Что это за грибочки? Давайте посмотрим тоже. Что это за грибочки? Так, грибочки у нас не заблудиться, спишь на ходу. Но грибочки, в общем, все равно оставлю первое свое предположение, которое и было. Нужно держать ситуацию под контролем для того, чтобы не пропустить для себя каких-то важных поворотов. Потому что карточки «Не заблудиться» и «Спишь на ходу» говорят о том, что вы можете невнимательно отнестись сейчас к своему вопросу. И это как-то может повлиять на него не совсем, может быть, правильно. Вот, поэтому я вам желаю удачи. Я вам желаю терпения и внимательности, прежде всего, потому что в данной ситуации это гиперважный для вас вопрос. Вот таким у нас был первый вариант. Возвращайтесь к нам снова. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 2, всем привет. Простите, я все еще болею, буду иногда кашлять. Смотрим ваш вопрос. Десятка мечей. У вас тут какая-то грандиозная тоже событие. Это очень гиперважная вещь, которая говорит о том, что вы находитесь тоже на пороге каких-то грандиозных перемен. Вот так вот сразу сделаем. Так, ну что, поехали, второй вариант. Итак, ваша ситуация. Ваша ситуация сейчас. 7 мечей. А ваша ситуация связана с хитростью. С хитростью, с креативностью, с попыткой получить что-то не совсем
привычным способом для других людей, может быть, не совсем честным способом. Здесь речь идет о каком-то деле, которое вы, возможно, проделали совместно с кем-то. Может быть, делали и один или одна, но связана она так или иначе с какими-то функциями, не знаю, контроля, надзора, проверки, что-то еще. В общем, ваша ситуация сейчас находится в состоянии разворота только. Вот какой-то шаг вы сделали, вы подошли в буквальном смысле вот к новому своему жизненному, опять же, берегу, какому-то новому этапу. У вас есть в кармашке какой-то козырь, который вам, видимо, еще в будущем пригодится. Вот. Но пока ваша ситуация, она находится на стадии, мне хочется сказать, на стадии близкой к рассмотрению чего-то, к рассмотрению. Здесь семерки мечей, эта пара должна получить пропуск, пройти куда-то. Какие действия вам, возможно, нужно будет еще совершать? Поехать куда-то. Опять смотрите, у нас здесь мужчина с женщиной, здесь мужчина с женщиной. Ближайшие действия, которые вам нужно будет совершить, это какая-то поездка. Во-первых, это принятие каких-то решений, которые связаны, не знаю, с местом работы. То есть, возможно, если вы для себя определили желание или загадали ситуацию, которая связана со сменой места работы, значит, нужно будет принять предложение. Нужно будет съездить на собеседование. В общем, какая-то здесь поездка. Надо будет куда-то поехать в какое-то место, в котором, ну, как-то вот много, не хочется сказать, много чего-то вот архиважного для вас, как новая какая-то жизнь, что ли. Вот что-то здесь, что такое, что здесь такое. Что вам необходимо учитывать в этой ситуации или, может быть, обсудить с кем-то? Учитывать необходимо однозначно деньги. Может быть, деньги, которые вы зарабатываете, может быть, деньги, которые вы планируете куда-то потратить, вложить. В том числе учитывать новости. У нас тут вот журавли летят, такие товарищи, свидетельствующие о положительных новостях. Вот. Необходимо советоваться и обсуждать с кем-то. Здесь точно нечего не обсуждать, не советовать. Здесь уже вся работа сделана и все сделано правильно. Наверное, надо учитывать то, что сейчас осталось только заниматься дальнейшими вашими делами, жизненными и финансовыми, и готовиться уже к сбору своего урожая. Здесь какие-то прибыли здесь будут совсем скоро. Вам надо это учитывать, какие-то хорошие новости, положительные. Каким будет ваше удовлетворение или каким будут подводные какие-то камни. Ну, смотрите, тройка мечей. Ни удовлетворения, ни подводных камней я здесь не вижу. Я вижу здесь глубокие какие-то внутренние переживания. Переживания, связанные с тем, что какое-то некоторое время назад вы, судя по всему, приняли какое-то для себя решение, сделали какое-то определенное дело. А вот сейчас будете находиться в ситуации переживания, как вот ожидания, как это дело для вас развернется, будет ли оно хорошим или правильным, потому что в этой тройке мечей какие-то вот внешние вспыхивают события, не очень приятные. Вот они прям как-то вас, может быть, финансово здесь будут беспокоить, потому что удовлетворения нет. Здесь есть вот масса каких-то прям переживаний, страхов, беспокойства, что-то такое. Каким будет итоговый результат для вас? Ну, смотрите, шестерка жезлов, да? Итоговый результат абсолютная тотальная победа. То есть ничего ужасного не будет с вашей ситуацией. Вы получите, наоборот, для себя только большие плюсы и большие профиты, невзирая на ваши переживания, невзирая на страх того, что что-то пойдет не так, невзирая на какую-то вот острую такую боль, которая будет вас беспокоить. Будет ли этот итог окончательным или нет? Тройка пентаклей. Я бы сказала, что в принципе, да. Наверное, вы получите окончательный результат. После этого результата вам останется только уже с этим результатом работать, с этим делом. Вы будете вкладывать свои усилия или это дело, результат этого дела в какие-то свои дальнейшие действия, связанные с построением хорошей, стабильной, прекрасной жизни. Вот, потому что тройка пентаклей приходит к заключительному этапу формирования своего жизненного благополучия.
Вот, посмотрим рекомендацион. Что нам говорит рекомендацион? Ловкий, как лосось. Да? То есть, смотрите, здесь у нас ловкость, хитрость, креативность. И здесь у нас ловкость, ловкий, как лосось. Лосось ловкий почему? Потому что, когда он идет на нерест, он находит для себя любые лазейки, чтобы сбросить икру и спокойно уже с чувством выполненного долга, так сказать, умереть. Потому что обычно после нереста лосось умирает. Вот, поэтому здесь история, что вы, во-первых, смогли избежать медведя, который обычно ловит лосося, когда он идет нереститься, и, во-вторых, прошли какие-то сложные задачи. Но, так как у нас все-таки вышла тройка мечей, такая переживательная, немного трагичная, какая-то где-то какие-то ошибки, может быть, что-то такое, вот что-то такое, посмотрим, что это. Сила. И мне кажется, в данном случае тройка мечей говорит исключительно о том, что надо будет все-таки как-то вот справиться со своими эмоциями, успокоить себя. Здесь очень много у вас будет волнения, как это все, что это. А вам надо найти способ успокоиться. Вот это главная история вашего желания или вашей ситуации. Поэтому второй вариант, я резюмирую еще раз то, что я вам сказала, что независимо от того, какую ситуацию или какое желание вы здесь для себя загадали, однозначно, что, наверное, вам придется как-то очень креативно поступить, если вы еще этого не сделали для решения вашей задачи, что вы получите для себя тот результат, на который вы рассчитывали, ни больше, ни меньше. Здесь будет именно так, как хотите вы. Вы победите. Люди другие будут вас хвалить, будут хвастаться, что они с вами знакомы, будут стремиться получить какое-то ваше расположение, может быть, или воспользоваться вашим опытом, который вы прошли. Вот, поэтому я вам желаю удачи. Помните о том, что все лучшее вас ждет впереди. Возвращайтесь к нам снова. Пока-пока и до новых встреч.